Так, друзья, всем огромный привет! Я очень рад видеть вас на своем канале. Вот видите, наконец-то я выбрался. Давно хотел выехать, но никак не мог выехать из-за, так скажем, нелетной погоды. Не сказать, что сегодня погода замечательная, но можно себе представить, что сегодня лучшая погода за последнее время. Сейчас я проеду до заправки, где я хочу проверить давление. Я не выезжал, сколько, наверное, не знаю, месяца два, наверное, я не ездил на мотоцикле. Вот, и сегодня душа не выдержала, я все-таки решил проехать и немножко с вами поболтать, так скажем. Так, работает здесь? Что-то тут, по-моему, не работает, да? Да, ничего не работает. Можно было бы подумать, что сегодня замечательная погода. И что ты тут так пессимистически настроен? Ну вот посмотрите. Сейчас она замечательная, а через часа полтора-два будет опять ужасная, какой она является уже последнее время. Так, готово. 1,4 было на переднем колесе. Сейчас посмотрим на заднем сколько. Задним поставим 2,7. Немножечко сжиганем, чтобы кровь разогнать. Да, запотевает стекло, пинлок не работает нифига, он уже рассохся у меня и плотно не прилегает к стеклу, поэтому как я выдыхаю, сразу запотевает все. Вот небольшой взгляд на наш осенний, уже предзимний город. Сегодня, кстати, какое число? 26, по-моему, 26 ноября 2023. Вот, и я сейчас буквально тут съеду с автобана, и мы продолжим с вами разговор. А Тика молодец, просто, я не знаю, лучшего мотоцикла не существует. Для меня это совершенно точно и определенно. Кстати говоря, Туарек у нас в гараже стоял, сколько? Ну, на недели 3. Мы еще думали, надо прокатиться, потому что у него сезонные номера стоят. Думаю, перед закрытием сезона, перед концом ноября, прокатиться, зарядить батарею, так сказать. Все, Даник пошел в гараж, звонит мне, так и так, папа, все, батарея пустая. Ну, пришлось прикуривать его. Батарея была полностью разряжена, даже включаешь зажигание, и дисплей такой, даже дисплей не загорался. И простоял он всего ничего, 3 недели. Я не думаю, что больше. Вот, 3 недели всего. Аккумулятор у него очень маленький на Туареге, поэтому да, но тем не менее, на Африке тоже маленький. Кстати, нам исполнилось в этом году 5 лет. Этой осенью 5 лет. У меня стоит родной оригинальный аккумулятор. И я его один раз только за 5 лет снимал на зиму. Обычно он всегда у меня зимует вместе с мотоциклом в гараже. И вот где-то в ноябре месяце я ставлю мотоцикл, как говорится, на прикол. Ну и выезжаю там, когда уже хорошая погода возникает, хотя бы где-то в районе апреля, наверное. Ну и в конце марта. Вот. И никогда я его не заряжал. И всегда четко работал. Да, он к концу, к весне он уже чувствуется, емкость терял, заводился так, тух-тух-тух, но заводился. Без всяких проблем. Понятно, что зима у нас не очень холодная, но тем не менее это показатель, да, относительно, вот, допустим, апреля. Что я хотел вам сказать? Ну, как я уже заикнулся, что за последнее время произошли определенные изменения в моей внутренней духовной жизни. И связаны они, ну так косвенно говоря, связаны с моим последним мотопутешествием в Турцию.
Вот, в этом году, как вы знаете, я ездил, ну, одной из целей моего путешествия это была река Ефрат, проехать вдоль этой реки и полюбоваться тем ландшафтом. И у меня были там разные мысли по поводу всемирного потопа. Так вот, я после того, как я приехал домой, я очень так, значит, серьезно решил выяснить для себя, был этот потоп всемирным или все-таки он был каким-то локальным. И я так углубился в эту тему, и вы знаете, сейчас я могу с абсолютной уверенностью сказать, что потоп был действительно всемирным. Но все-таки у меня тогда, в тот момент, были сомнения по этому поводу, и они основывались на двух вещах. Первое, это я думал о том, как в течение там 40 дней проливных дождей можно было затопить всю землю. Это как-то, ну, казалось мне малореальным. И второе, это духовно-нравственный аспект, почему Бог решил уничтожить людей, да, за их грехи, за их отступления и так далее, всех, оставив только вот одну семью Ноя. И мне казалось это как-то все равно несправедливым, потому что, ну, там как бы и, может быть, были юноши, и, там, и молодые там девушки, которые, может быть, и не были настолько грешны, зачем их было уничтожать. Поэтому эти два момента, они не давали, они как раз вот указывали мне как бы на то, что, скорее всего, этот потоп был таким локальным. Но нет, он был всемирным. И первое, насчет первого, того, что как это все происходило, дело все в том, что когда я вернулся в начало книги «Бытие», да, там о создании нашей планеты, там есть такие слова. «И создал Бог твердь посреди воды». Это второй день творения. Первый свет, второй день творения. Создал Бог твердь посреди воды, отделив воду над твердью, да, вот это запомните, воду над твердью и воду под твердью. И эту твердь он назвал небом. То есть, очевидно, была вода над небом и вода под небом. Из воды под небом Бог создает землю, сушу. Потом вода собирается в определенные места и является суша. А про воду над твердью ничего не сказано дальше. Вот. И этот момент как бы упускается. Потом третий день происходит творение светил, да, и так далее. Растительности и человека, растительности, животных, человека и так далее. Но когда мы читаем про потоп, там определенно, точно сказано о том, что открылись хляби небесные. Ну, это в синодальном переводе. Вот хляби небесные — это такие люки небесные, с которых посыпался воды полились. Вот. И также открылись источники вод, на которых стоит земля. То есть земная кора, она находится на воде. Вот. И все эти грунтовые воды и трещины в мировом океане, которые свидетельствуют как раз о том, что вода выдавливалась из-под земной коры. Вот. Это источники вод. Но самое-то поразительное, вот эти хляби небесные, вот эти воды, которые над твердью, над небом, над атмосферой, очевидно, первобытная земля, она была покрыта такой льдом. Да? Ну вот в космосе, там, ну, грубо говоря, выше атмосферы, там минус 200 градусов. И вот этот лед, вот эта вода превратилась в лед с такой низкой температурой. И земля была покрыта такой оболочкой изо льда. Вот, поэтому есть также косвенное доказательство того, что не было дождя, потому что не было нормальной атмосферы. Не было дождя, и был такой большой парник. Вся земля состояла из такого большого парника. И температура на всей земле была, ну, грубо говоря, одинаковая. И потом, когда открылись вот эти хляби, тогда и пошел вот этот метеоритный дождь изо льда. Вот, лед, конечно, попадая в атмосферу, начал там разлетаться на более мелкие куски, превращаться в воду. Вот, но, очевидно, какие-то структуры льда, более такие плотные, они падали на землю.
Кстати говоря, вот этот Тунгусский метеорит, это и есть та самая такая большая глыба льда, которая упала там в Красноярскую тайгу, да, в каком там 900, по-моему, какой-то там год. Вот, потому что кратер вроде как похожая на кратер поваленная тайга есть, а камня нет. Но это вот как раз и был тот самый лед. Поэтому-то вот эти, кто они, мамонты, находят мамонтов замерзших, полностью замерзших, целого мамонта, даже в желудке его пища не переваренная. Представляете? То есть это произошло очень быстрое такое замерзание. Но когда идет с неба такой снегопад, мощный снегопад, который и снег этот температурой в минус 200 градусов, то, конечно, замерзнет все моментально. Так вот, из этого всего, сопоставляя вот эти факты, и весь этот пазл сошелся, кроме одного. Как все-таки, зачем нужно было уничтожать всех? И тут, вы знаете, и тут это просто очень интересно и захватывающе. Дело все в том, что тогда, как раз перед самым потопом, в Писании очень четко сказано, что сыны Божии сходили вниз к сынам, к дочерям человеческим, и от них рождались исполины. Нефилимы. Нефилимы — это как раз те существа, ну, вы можете это найти, об этом много информации. Нефилимы — это, значит, такие гибридные существа, которые состояли наполовину из падших ангелов и человека. То есть они обладали огромной силой и какими-то особыми способностями, большим интеллектом и так далее, и так далее. То есть, короче говоря, на Земле, к тому времени, когда Ной строил ковчег, на Земле, ну, там где-то период времени, там 1000 лет, да, от Адама, от творения Адама до Ноя, вот, может быть, чуть больше. Вот, но нефилимы, да, вот эти ангелы, 200 ангелов, которые спустились на землю, послушав дьявола, и начали совокупляться с женщинами человеческими, от них стали вот появляться такие существа, злобные существа, которые вот стали населять всю землю. Но так как люди умирали очень мало, да, продолжительность жизни была-то большая, то вот эти все новые поколения рождались, вот, и практически население Земли-то было небольшое, и практически все живущие существа, они были, вот, значит, заражены вот этой, ДНК была испорчена дьявольским присутствием, да. Недаром сейчас же речь идет тоже вплотную о третьей спирали ДНК. Вот, поэтому, когда это все произошло, и причем в Священном Писании совершенно определенно говорится о Ное как о непорочном человеке в своем роде. Именно вот это слово «непорочное», как непорочный ягненок, которого осматривали для того, чтобы принести в жертву, вот, он должен был непорочный, то есть без какого-то изъяна, он был такой чистокровный, да, в нашем понимании. Вот и к Ною применяется именно это слово, что он был непорочный в роде своем. В человеческом роде он не имел вот эту испорченную ДНК. Поэтому получается второй момент, что вот этот духовно-нравственный момент, почему это Бог сделал не для наказания человека за грех, а для спасения человека. Понимаете? То есть если бы он этого не сделал, то и семейство Ноя в последующем было бы точно так же испорчено, и на этом история человечества закончилась бы. Не было бы ни вас, зрителей, ни меня, вот автора этого видео. Ну да, это так и есть. Тут хошь не хошь, а так оно и есть на самом деле. Поэтому этот аспект, он у меня тоже превратился именно из отрицательного превратился в положительное. Это не наказание, а спасение. Вот. И, конечно, чисто физически и технически я понял абсолютно точно, что потоп мог произойти, и был он, именно потоп произошел, и был он всемирным.
Вот, а эта история с нефилимами, это тоже довольно интересная вещь, потому что вот эти все сооружения, ну, так скажем, той не античной цивилизации, а она даже иногда называется Атланты, цивилизация атлантов, да? Атланты — это вот как раз такие гиганты, умные, разумные, и которые строили вот эти просто прекраснейшие такие сооружения из камней. И вот, и все года, и в том числе я задумывался над этим, как можно было обрабатывать такие вот гигантские камни. Это как раз относится вот к периоду этих атлантов, этих вот нефилимов. И вы знаете, поэтому это еще больше зажгло мой интерес вернуться обратно в своем будущем мотопутешествии, если Бог даст, оно состоится на следующий год, вернуться обратно в Турцию и подробнее вот поискать, прикоснуться вот уже вот к этой истории. Ну и, конечно, найти как можно больше материала, правдивого материала об этом. Вот, все это исследовать, заснять, ну и поделиться потом с вами. Вот, собственно говоря, и была причина моего сегодняшнего выезда. Ну, конечно, я еще хотел я просто хотел развеяться, проехать, поговорить с вами. А, да, еще одно. Я сейчас покажу, я тут немножко переделал багажную систему. Ну, вот эти крючки для сумок. Сейчас мы остановимся где-то, я вам это покажу, что я там сделал. Так, да, немножко руки задубели. У меня летние перчатки, сколько? 5 градусов, да? 5 градусов. И вот, кстати, да, сейчас заглушу. Вот, видите? Тут у меня была такая из алюминиевой ленты такой загнутая. Но я решил переделать. Вот купил такой квадрат цельный алюминиевый. Разместил его здесь, привернул и вот, просверлил отверстие, нарезал резьбу. И, видите, вот. Теперь это просто бомбически здесь все держится. Все замечательно. Вот. Это все осталось. Я, кстати говоря, перед тем, как сделать это, я полностью все убрал. Снял вот этот пластик. Обшивку всю снял. И нашел здесь на раме. Вот здесь вот так рама идет. И там где-то вот в этом месте. Именно вот в этом месте. Такой, значит... Ну, как он называется? Такой кронштейн, приваренный к раме с резьбой. То есть вот этот пластик, вот этот нижний, он имеет такую вот петлю и прикручивается здесь к раме. Вот, и я подумал о том, что я купил даже такое сверло купил, значит, бур такой, чтобы просверлить пластик на 20, чтобы вот эта вот деталь, она встала туда. И все, и здесь вот будет отверстие, оно встанет, и все будет хорошо. Но, когда я надел вот эту базу, то расположение, вот это вот расположение здесь, я вот этот пластик все снял, отсюда убрал, прикрутил его к этому кронштейну, оно было недостаточно. То есть, получается, вот эта база немножко смещалась сюда, и, в общем, и тут она морщилась как-то. Вот, нужно было немножко ее затянуть наверх. Поэтому я опять вернулся вот к этому варианту, но его здесь вот переделал. И сейчас я езжу без багажника, без заднего, но я его также могу сюда поставить, не убирая вот это все. Вот, и ездить вот со стандартным багажником. А когда я буду вешать сумки, допустим, отправляться в путешествие, я этот багажник, он тут на 2 болтах крепится, на 4 убираю. И это, да, и вот еще проушины. Вот, может, с этой стороны лучше быть. Да, вот такие вот проушины. Вот крепятся здесь. Эти я оставил на всякий случай, алюминиевые такие полоски. Можно будет сюда что-то прикрутить. Вот. И вот такие вот проушины, за которые цепляется. Я вот подумал, может быть, покрасить их белым. Рама белая и снять, покрасить белым цветом. Вот, ну. Вот, и заменил. Вот купил такие, заменил на более такие пониже. У меня такие стояли черные высокие. Потому что здесь вот эта база, она
ложится на эту и как-то давит. Ну, вот. Вот так вот. Вот. Сейчас я езжу пока так, но я для себя решил, что в повседневной жизни я ставлю обратно сюда багажник, ставлю топ-кейс и езжу вот на работу, куда угодно. В небольшое, может быть, там 1-2-дневное путешествие куда-то, если мне нужно там в отеле переночевать, не нужно брать палатку, да. А более-менее серьезное путешествие, я тогда его снимаю, вешаю сюда сумки, ставлю сумки и отправляюсь к своей мечте. Я надеюсь, что если кто-то услышал, о чем я говорю, я буду очень рад. Ну а тот, кто не имеет ушей, как говорил наш спаситель, так и останется глухим. Вот.